Приветствую вас, уважаемые мои друзья! Здесь можно получить помощь от вашего рода во время полнолуния и лунного затмения, любого месяца полнолуния или затмения. Здесь в портал вы видите зеркало, свеча – это свет луны, свеча, а также вода-водица, потому что луна руководит водой на Земле, а также водой в вашем организме. Здесь можно получить советы от ваших предков, от вашего рода. Я буду для вас раскладывать карты Таро, 2 колоды. И здесь будет послание ваших предков. Это Луна и Верховная Жрица. Эти карты активированы как карты вашего рода. Смотрите весь расклад, и можно получить, например, с одной стороны по отцовской линии рода, с другой по материнской, или же по другим признакам. У каждого из вас будут свои ассоциации. А заговор простой. Это особенно от родового проклятия заговор, да, с которого мы начнем это видео. И здесь не только общение с предками, но также их подсказки, советы и заговор от проклятия. И можно заговорить эту свечу, вы можете сказать или послушать то, что я скажу. Не мучь проклятием больше наш род. Все, что было, огонь заберет. Не мучь проклятием больше наш род. Все, что было, огонь заберет. Не мучь проклятием больше наш род. Все, что было, огонь заберет. Мы просим Матушку Луну помочь. И сейчас я буду начинать. Здесь у меня ветки цветущего розмарина, потому что они очищают от негатива. Очень мощная медицина трав. Так, мы попросим Матушку Луну и ваш род. Вы можете побывать на Луне в своем родовом поместье. У меня есть такие заговоры, чтобы пообщаться с предками вашего рода. Заставим Матушку Луну с этой стороны. Это тоже ветка розмарина с этой стороны, как вы видите. И здесь мы тоже попросим у Луны помощи и поддержки для вас. А я буду начинать расклад. Итак, советы от предков вашего рода. Вы можете, если захотите, почувствовать именно присутствие предков в вашем родовом поместье на Луне. Вы можете подняться над землей, полететь в своем сознании на Луну и там спросить позволения у хранителей рода войти в серебряные врата вашего родового поместья и побеседовать с духами вашего рода, получить от них советы, поддержку, помощь, подсказки через эти карты. Что советуют духи рода? По левому раскладу я возьму 3 карты при вас. 1, 2 и 3. Вот это. Можно еще добирать будет, если нужно будет. И точно таким же образом я возьму 3 карты с правого расклада. Смотреть, конечно, нужно все видео, поскольку целиком видео заговоренное на удачу для вас. Это естественно, что во время предсказания это серьезная работа, спрашиваем у высших сил. Луна – это одна из ипостасей Творца, поэтому смотрите все видео, а там решите, что с вами больше резонирует, что меньше. Так, 3 карты. Начну сейчас раскрывать. А карты – это просто словарный запас того, что не может говорить словами, но то, что говорит чувствами, то есть сами высшие силы. Здесь это словарный запас такой высших сил, поэтому через карты проще. Но я начинаю открывать карты, вы можете расслабиться, почувствовать себя в пространстве. Это всегда приятно провести время с вашими любимыми предками на этом моем видео. Итак, первая карта. Что говорят предки? Предки говорят вам, что у вас еще будет много любви, много счастья. Это туз чаш.
И любой приворот, может быть, или порча полностью ушли, да? Вот этот заговор, который мы сказали, он сработал сразу. Потому что предки вышли на связь и сказали, что есть мир между вами и вашими предками. Видите, там голубь мира, это как причастие. На самом деле причастие – это сопричастным. Вы сопричастны со своими духами, вы сопричастны. Духи вас любят, о вас заботятся, вас оберегают, охраняют. Эта карта говорит, будет любовь, будет взаимопонимание, будет благополучие. Для кого-то это новая любовь. Для кого-то это улучшение отношений уже в существующей любви. Будет счастье. Посмотрим вторую карту. Это такая карта, когда она демонстрирует, что между вами и любимым человеком вашим, между вами и самой природой, вашим родом есть очень сильная связь. Шестерка чаш – это всегда чистое намерение, чистая любовь была, есть и будет. Если не было этого, вы просто были как бы в другом измерении, да, говорят предки ваши. На самом деле любовь была, но вы были как бы закрыты, ваши глаза были для этого. А теперь уже в вашем измерении появляется любовь, и вы ее ощущаете. Любое проклятие снято. Теперь у вас будет складываться судьба. Потому что обряд проводится этот очень мощный. На силу Луны, силы вашего рода. Здесь на карте вы и ваш любимый человек. Он заботится о вас, а вы заботитесь о нем. А вот этот мостик – это мостик ваше счастливое будущее. И в каждой из этих чаш лилии символ веры, надежды, любви, долгой счастливой жизни. Очень будет все у вас хорошо. И вы будете проживать свою жизнь в счастье и в благополучии. Ваше личное пространство очищено от негатива. И ваша личная, частная жизнь очень счастливая. Идет по вашим законам. Вы вступаете в свои права, и никто не может вам помешать. Теперь еще третья карта. А эта карта говорит, что теперь на полнолуние, на это время, даже затмение, вы можете смотреть это или на полнолуние любого месяца, или затмение. Это самое лучшее время, чтобы привлекать в свою жизнь богатство и деньги. Духи рода говорят, что у вас будут деньги, у вас будет богатство, у вас будет благополучие. Я специально эту карту освещаю, чтобы у вас открылся финансовый поток, чтобы вы были счастливы. Эта карта благополучия, это тоже шестерка, как вы видите, две шестерки. Любовь и благополучие входят в вашу жизнь, благословляют вас духи рода. Если вы о чем-то печалились, это все уйдет в прошлое. У вас откроются глаза на счастливое будущее, вы будете знать, куда идти. Карты показывают всю правду. А это любовь и благополучные финансы. Очень все будет хорошо. Вы будете проживать свою счастливую жизнь. Это чистая информация, информация правды. Вы будете свою жизнь проживать в достатке. У вас всегда будут деньги. Может быть, кто-то найдет хорошую работу, кто-то свое дело маленькое откроет. И деньги будут течь рекой, и у вас будет их много. У вас будет частная собственность какая-то. И ваше тело, ваш организм, ваши эмоции – это тоже ваша частная собственность. Не забывайте об этом. Вы владеете собой. Вы делаете выбор, куда вам идти. Луна вам помогает, показывает дорогу, но вы делаете выбор. И это выбор любви. Смотрите, три карты, обе чаши и пентакли говорят о том, что вы будете очень-очень счастливы.
на своем жизненном пути. Вы будете получать новую информацию, куда вам идти, как вам благополучно жить. Будут улучшаться отношения в семье, будет приходить крепкое здоровье, способность выбирать мысли и чувства, а не следовать чужим установкам. Никто не будет больше вас напрягать и мешать вам жить. Это очень, очень и очень светлые карты, и ваш род вас любит, обожает, дает вам благословение, помогает вам достичь результата. Пентакли говорят, что вы достигнете огромных результатов в финансах и в профессии. Ну а чаши – это семейная жизнь, любовь. Если нет пока семейной жизни, будет счастливая семейная жизнь, любовь, благополучие, влюбленность, туз чаш и преданное сердце по шестерке чаш. Очень хорошо все будет. Очень хорошо. Вот что говорят духи рода. И они вас благословляют, обнимают, успокаивают, говорят: не печалься, потому что печаль приумножает печаль. А радуйся, всегда радуйся. Вот такой расклад. Очень, очень и очень классно. Я продолжаю. Здесь также очищение происходит. Очищение, освобождение от препятствий происходит. И здесь вы находите нужные моменты своей жизни и нужные повороты судьбы находите. И эти все повороты обязательно будут счастливее. Счастливые обязательно. Сила будет всегда при вас. А все плохие мысли вы будете просто обесценивать. Они не ценные для вас. Сила всегда будет при вас. Здесь по этим картам у вас очень благополучная жизнь, и она активная. Вот эта активная карта, шестерка пентаклей, очень активная карта. Вы перевели свое тело в порядок. У вас хорошо работает голова и тело. И деньги приходят к вам, текут рекой. Вы находите свою нишу. Луна помогает найти нишу. И Луна – это то, что у вас таланты, вы унаследовали какие-то таланты, которые пока не раскрыты, а вы их раскроете сейчас. Потому что Луна, она зачем открывает таланты? Когда то, что ваше, это требует минимум усилий, максимум результат. Это значит ваш талант. Минимум усилий, максимум результат. Я теперь читаю канал Луны. Лучший результат, самый лучший результат будет и в профессии, и в любви. И то, что с удовольствием, как говорится, в кайф, да, зарабатывать будут деньги в кайф, любить в кайф, приятно. Ну а тот, кто вас критикует, тот, конечно, не прав. Он хочет стать вашим хозяином, вас поработить. Ваши предки говорят: не слушайте никогда того, кто вас критикует. Он, наоборот, говорит о ваших достоинствах. Задача критика – это конфликт. Вы не хотите идти на конфликт. Когда работаете, не думайте о деньгах. Думайте, что вы делаете в кайф, с удовольствием. А деньги сами придут. О деньгах говорят плохо те, у которых у них нет, да, они говорят, что деньги – это плохо, деньги – это хорошо. И все у вас будет прекрасно. У вас сложится личная жизнь. Все будет хорошо. Давайте переходить будем к следующему раскладу. Это правый расклад. Я по одной карте буду раскрывать. Здесь вы видите девятку меча. 9 – это то, что уже прошло по нумерологии. Прошла какая-то боль, прошли какие-то препятствия, но вы еще до сих пор волнуетесь, вы еще до сих пор плачете. Нужно вам сейчас
получить исцеление от Луны. И Луна говорит, что все, что было плохого, это уже позади. И, может быть, кто-то, какой-то человек на вас влиял очень сильно и причинил много боли вам. И когда вы вспоминаете это прошлое, вы опять проигрываете этот фильм, где вам было больно, неудачно было все. И вы возвращаете как бы прошлое из этой карты. Не думайте о прошлом так. Думайте о завтрашнем дне, когда все будет хорошо. Когда вы думаете о прошлом, вы делаете фильм прошлого, и он внедряется в настоящее. Когда вы думаете о будущем, не думайте плохо, думайте хорошо о будущем. Вы делаете фильм о будущем, и он внедряется в настоящее. Вот через эту карту может уйти программирование из детства, из юности. Это программирование на позицию жертвы. И вместо того, чтобы быть жертвой, будьте охотницей за счастьем. Мы не забываем, что во время полнолуния или лунного затмения акцентируется ипостаси врачевателя через Луну. Да, конечно, это Рафаил, архангел Рафаил врачевает и избавляет вас от негатива. А также не забываем, что во время полнолуния и затмения активируется ипостасия Творца через, говорится богиня, но на самом деле это просто разные грани одного Творца, Творец един. И это Диана, охотница и покровительница урожая. То есть вместо жертвы будьте охотником за счастьем, говорит Диана, это полнолуние, да, это покровительница полнолуния. И у нее тотемное животное сова. Сова – это символ мудрости. Будьте мудры, не берите негатив из прошлого. И из позиции жертвы превратитесь в позицию не жертва, а охотник за счастьем, за своим счастьем. Такое послание, я просто как читаю то, что приходит ко мне, только прямые в этом сегменте. Для вас смотрю, поэтому перевернула. Но то, что она была перевернутая, что она означает? Что, чтобы достичь счастья, потому что это карта счастья, да? Девятка, кстати, тоже девятка. Видите, как нумерология срабатывает? 2 шестерки, 2 девятки. 6 – это просто благополучие, исполнение желаний. 9 – это полнота, завершение. И нужно завершить какую-то прошлую боль. Вот когда она перевернута, она говорит, пока эту боль не завершили, блокируется счастье. А сейчас, когда вы боль завершили, вы послушали то, что я сказала, заклинание, чтобы успокоиться и забыть прошлые неудачи. И вот активируется карта исполнения желаний. Это wish card. Это такая карта, девятка чаш, это исполнение желаний. И как раз, кстати, на полнолуние и на особенно на затмение, но на каждое полнолуние каждого месяца тоже, можно загадывать желание. Желание обязательно сбудется. Если у вас были какие-то проблемы по девятке меча, они уходят навсегда, исполняются все ваши желания. Это таинство такое, таинство бытия, таинство, которое передают хранители вашего рода. И великий врачеватель, архангел Рафаил, он тоже покровитель Луны, помогает вам. И сейчас вы идете своей тропой, и это тропа счастья. И вы не думаете о том, что не случилось, не получилось. Нужно выйти на свою тропу счастья. Не идите по чужой дороге. По чужой дороге там протоптаны чужие следы, это не ваши следы. Вы идете на свою дорогу, на чистую дорогу, где пока следов нет впереди. Там будут отпечатки ваших личных следов. И если у вас была какая-то проблема по девятке меча, вы уже справились с ней.
Эта проблема ушла. Вы выходите на свою дорогу счастья. Вы приняли свою силу, и эта сила трансформировала вас из человека, который плачет, неудачник, в человека, у которого все хорошо, есть достаток, изобилие. Вот по этому раскладу смотрите. Достаток, изобилие, все прекрасно, вы счастливы. Загадывайте желание, оно обязательно исполнится. Именно здесь вы можете загадать свое желание. Оно обязательно исполнится. У вас все будет прекрасно и хорошо. Вы получаете решение того, над чем работали по 9 чаш. Может, вы работали над какой-то задачей, проблемой по 9 меча, и теперь нашли решение. И вдруг решение само пришло. И оно правильное, оно верное. Все проблемы ушли. Это таинство вашего будущего счастья. И у вас все будет хорошо и замечательно. Я в этом уверена по этому раскладу. Вы будете получать подарки судьбы, говорят духи вашего рода. 9 чаш – это подарки судьбы. Очень хорошо все. И каждая правда должна в свое время открыться, говорят духи вашего рода. А любовь с вами пребудет. Уйдет негатив, потому что здесь вот тоже же эта свеча, она выжигает весь негатив и освобождает вас от препятствий. Посмотрим эту карту. Она была перевернутая, как я сказала, я здесь считаю прямые, но все-таки перевернутую тоже вам прочту. И это 5 меча. В прямом значении эта карта говорит, что да, действительно, вы выиграли какую-то войну, но другие люди пострадали. Или, например, в прошлом выиграли ваши враги, а вы пострадали, да? Поскольку карта перевернутая, она говорит, что все это в прошлом, не думайте об этом больше. Не думайте больше об этом. Враги заслужили наказание, и они наказаны. Творец посылает обратку врагам, потому что хочет им тоже добра, хочет, чтобы они увидели свое зло и смогли его отработать, да, свой грех. Если было заклятие какое-то на вас, оно снято. И все будет у вас хорошо. Вы получаете здесь освобождение от каких-то ссор, конфликтов, потому что я должна ее так прочесть. Уходит конфликт, может быть семейный, может быть конфликт с любимым человеком уходит навсегда. Вы получаете полное благословение от конфликтов. И у вас все прекрасно. 5 – это номер, как рука, 5 пальцев, да? То есть вы устранили конфликт, вы сделали какое-то важное и нужное действие. Может быть, это внутренний конфликт между вами и вами, да? То есть, другими словами, между вашим, может быть, внутренним «я» конфликт. Это конфликт личности, когда человек в себе не уверен, когда человек сомневается в своих силах. Это внутренний конфликт. По этой карте уходит такой конфликт, а также конфликт может быть на предприятии, какой-то профессиональный или же с любимым человеком. И исполняются все ваши желания. Вы здесь успешный, у вас качество успешного человека. И теперь, пока вы гуляете по своему родовому имению на Луне и участвуете в этом и заговоре, и советом от вашего рода, вы приобретаете качество успешного человека. Это правильная уверенность в себе. Вы относитесь к себе как к уникальному, гениальному человеку. Да, гениальному,
потому что только вы знаете, как идти по вашему пути. Вы приобретаете самоуважение, прекрасное отношение к себе, оптимистичный настрой на будущее. Ваши возможности соответствуют вашим стремлениям. Вы пользуетесь своими преимуществами, а ваши преимущества – это ваши таланты. Луна открывает ваши таланты. Сейчас будут открываться ваши новые таланты. Вы прорицательны, вы знаете, что вам делать каждый раз. Вы достигаете своих собственных вершин и в профессии, и в личной жизни. Вот так, все будет хорошо. И если что-то на вас наговорено, если что-то сотворено, негативное, плохое, то вы пойдете по новой дороге, а другие пойдут по другой дороге, те, которые наговаривали, и ваши дороги никогда не будут соприкасаться. Вы по другой дорожке пойдете, по своей, и беду от себя отведете. Луна полна, перед тобой судьба моя. Такой заговор. Можете просто повторить или послушать, я его скажу вам. Не все, что наговорено, то сотворено. По другой дорожке пойду, от себя беду отведу. Луна полна, перед тобой судьба моя. Я скажу 3 раза. Не все, что наговорено, то сотворено. По другой дорожке пойду, от себя беду отведу. Луна полна, перед тобой судьба моя. Не все, что наговорено, то сотворено. По другой дорожке пойду, от себя беду отведу. Луна полна, пред тобой судьба моя. Очень хороший заговор, он древний, старинный. Он освобождает вас от любого негатива, и вы идете по своей дороге. Бывает так, мы сворачиваем со своей дороги. Вот я вижу по 9 меча, может, такое было у вас в прошлом, потому что вас обманули, заставили что-то делать. А теперь вы идете по своей дороге и находите удачу. Здесь это был очень мощный разговор с вашим родом. И каждый человек, который смотрит это видео, ведь вы по-своему все это понимаете, да? Потому что у вас у нас у всех похожие имения, но все-таки свои. Точно так, как у вас свое похожее имение на Луне, точно так же и язык мы понимаем, похожие слова, но понятия у всех свои. Поэтому не сомневайтесь. Каждое слово, каждый человек по-своему поймет, и исцеление 100% произойдет по вашим именно каналам связи с предками. Я знаю, что у вас точно все будет хорошо и замечательно. А я благодарю ваш род, хранители вашего рода, за то, что вам помогают, курируют вас, дают вам помощь, которая необходима каждый день, направляют вас на ваш собственный путь, на котором вы можете быть счастливы только на своем пути. Я также благодарю свет Луны, я благодарю воду, которая заряжена энергией Луны, для вас индивидуально, значит, энергия вашего рода. Я благодарю розмарин за целительную силу. И я знаю, что у вас все будет хорошо. А мы с вами еще обязательно увидимся. До новых встреч!